Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю американский шоколадный торт по классическому рецепту в лучших традициях американской кондитерской кухни, который точно оценят все любители шоколада. Яркий и очень насыщенный вкус шоколадного торта – это сочетание шоколадных бисквитов с шоколадным кремом на сливках, шоколадной глазурью и тертым хрустящим шоколадом. Американский шоколадный торт своим возникновением обязан колониальной эпохе завоеваний, когда шоколад стал доступен для приготовления десертов. Шоколадный торт во времена английского господства могли позволить только привилегированные граждане, а сам торт ассоциировался с роскошью и богатством. Сейчас же американский шоколадный торт – это символ праздника и хорошего настроения за чашечкой кофе. Теперь, чтобы попробовать американский шоколадный торт, не нужно лететь в Америку, а достаточно просто приготовить по рецепту канала Сладкий Мастер. Американский шоколадный торт будет именно такой, какой и должен быть шоколадный торт. Вкусный, ароматный и мега шоколадный. Друзья, все нюансы рецепта, а также особенности мерных значений по продуктам вы можете посмотреть в рекомендациях, которые я всегда указываю под каждой публикацией. Для бисквитов в белки добавляю сахар. Взбиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной и светлой меренги. А как правильно взбивать яичные белки, я оставил ссылку в описании к этому рецепту. Вот такая очень пышная и плотная меренга, которая стабильно держится на лопастях миксера, получилась. Этими же венчиками в белках на высоких оборотах миксера вымешиваю яичные желтки в течение 2 минут, чтобы желтки хорошо посветлели. Во взбитую меренгу вливаю вымешанные желтки. Осторожно перемешиваю яичную массу венчиком сверху вниз, чтобы она не опала. Вымешивать до однородности не нужно, достаточно, чтобы желтки относительно вмешались в меренгу и были видны крупинки невмешанного яичного белка. Вот такая яичная смесь получилась. В яичную смесь просеиваю всю муку, кукурузный крахмал и какао-порошок. Добавляю разрыхлитель, соль и ванилин. Осторожно перемешиваю яично-мучную смесь, чтобы все ингредиенты смешались и получилось шоколадное тесто. Вымешивать рекомендую сверху вниз вращательными движениями, чтобы тесто не теряло много воздуха. При отсутствии венчика вымесить тесто можно лопаткой. Вот такое относительно текучее шоколадное тесто получилось. Форму 23 см предварительно выстеленной пекарской бумагой со смазанными бортами и сливочным маслом выкладываю все шоколадное тесто. Распределяю тесто, прокручивая форму. Убираю тесто в разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут. Для приготовления крема в сгущенное молоко всыпаю какао-порошок. Осторожно перемешиваю, чтобы получилось шоколадно-сгущенное молоко. Перед добавлением шоколадного сгущенного молока в сливки рекомендую убрать его в холодильник для охлаждения. Шоколад пробиваю в блендере до состояния мелкой крошки. Шоколадную крошку убираю в холодильник. В охлажденные сливки добавляю охлажденное шоколадное сгущенное молоко. Сначала промешиваю лопастями миксера, не включая его, чтобы сливки не разбрызгались, а затем включаю миксер и взбиваю на средних оборотах до получения сливочно-шоколадного крема. Друзья, я взбивал сливки до мягких пиков, чтобы торт получился очень напитанным. Вы можете при желании взбить сливки плотнее, тогда с ними будет проще работать. В шоколадно-сливочный крем всыпаю шоколадную крошку. Осторожно перемешиваю, чтобы шоколадная крошка равномерно распределилась в шоколадных сливках. Вот такая шоколадно-сливочная начинка с шоколадной крошкой получилась. Убираю начинку в холодильник. Выпеченный шоколадный бисквит оставляю до полного остывания. Для глазури листовой желатин замачиваю в холодной воде на 5 минут. Пропорции на желатин в порошке я указал в рекомендациях. В сотейник с сахаром добавляю какао-порошок и перемешиваю, чтобы сахар и какао смешались. Вливаю молоко. Включаю в средний огонь, периодически помешиваю лопаткой. Как только глазурь закипела и пошли обильные пузыри, засекаю 5 минут и начинаю активно мешать, чтобы глазурь не прилипала к дну сотейника. Спустя 5 минут после закипания снимаю сотейник с огня и переливаю шоколадную глазурь в емкость для остывания. Набухший желатин извлекаю из емкости и отжимаю от лишней воды. Погружаю желатин в горячую шоколадную глазурь. Перемешиваю лопаткой, чтобы желатин полностью растворился в шоколадной глазури. Готовую глазурь оставляю при комнатной температуре. Остывший шоколадный бисквит разрезаю ножом-пилой на 3 бисквитных коржа. При отсутствии ножа-пилы воспользуйтесь просто острым ножом. Вот такие пористые бисквитные коржи внутри получились. Для пропитки в сгущенное молоко вливаю кипяток и коньяк. Перемешиваю, чтобы ингредиенты смешались. Молочная пропитка для торта готова. Для сборки торта на рабочую поверхность наношу немного шоколадного крема. Укладываю первый шоколадный корж пористой стороной вверх. Пропитываю корж молочным сиропом. Наношу шоколадно-сливочный крем на поверхность шоколадного коржа. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Сверху закрываю вторым коржом пористой стороной вверх. Повторяю манипуляции и таким образом собираю торт. Окончательно закрываю торт последним шоколадным коржом.
Пропитываю молочным ликером. Сверху наношу немного шоколадно-сливочного крема и распределяю крем по поверхности коржа. Затягиваю заготовку вплотную съемным кольцом. Сверху наношу теплую шоколадную глазурь. Распределяю шоколадную глазурь лопаткой по поверхности торта. Убираю торт в холодильник на 2 часа, чтобы глазурь полностью застыла. Для декора шоколад натираю на овощной терке. При отсутствии терки порубите шоколад просто ножом. Шоколадную стружку убираю в холодильник. После холодильника отделяю шоколадную глазурь ножом от кольца. Окончательно извлекаю кольцо. Наношу шоколадный крем на бок торта, распределяя его удобной плоской лопаткой. При отсутствии лопатки крем можно наносить широким ножом или плоским шпателем. Убираю торт в холодильник на 20 минут для охлаждения. Декорирую шоколадный торт шоколадной стружкой с помощью лопатки, которой очень удобно лепить шоколадный крем. Из оставшегося шоколада руками формирую шоколадный ободок. Готовый торт убираю в холодильник минимум на 7 часов для напитывания и стабилизации. Американский шоколадный торт — это самый настоящий праздник вкуса шоколада, который поднимает настроение и заряжает энергией. Сочетание нежных шоколадных бисквитных коржей в молочной пропитке с шоколадно-сливочным кремом и шоколадной крошкой настолько гармонично, что устоять перед этим шоколадным десертом очень сложно. Шоколадная глазурь не только придает торту яркий шоколадный вкус, но и зеркально украшает этот символ американских кондитерских традиций. Шоколадная стружка приятно хрустит и вызывает аппетит при виде этого шоколадного торта. Обязательно приготовьте американский шоколадный торт и оцените вкус шоколада во всех его проявлениях. Рекомендую подавать американский шоколадный торт с горячим кофе, ликером или мороженым. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.